Здравствуйте, друзья! На улице лето. И вы, наверное, скажете: Паша, какое лето? Почему ты так тепло одет? И почему здесь дождит? И вообще, ты одет как капуста. На самом деле мы находимся на Аляске. На улице +8. И действительно на улице лето. До сюда мы добирались, конечно, продолжительное время. Это не Рим, где мы делали действительно марш-бросок на один день. Здесь много чего чем можно заняться, и несколько интересных фактов вам нужно знать об Аляске. Во-первых, то, что она была продана Царской империи давным-давно, российской, за 6 миллионов долларов. Более, там, чуть-чуть больше, чем 6 миллионов долларов. Во-вторых, официальная столица Аляски — это не Анкоридж, там где самый большой город на Аляске, там где там где большой аэропорт и много строений и в принципе большое количество людей. А официальной столицей является Джуна, это город, в котором мы находимся сейчас. Это, грубо говоря, село в одну улицу. Единственное, что здесь поблизости есть и ледник, и горы, поэтому здесь есть чем заняться. Ну и третье, это то, что здесь тоже есть белые ночи. Они белее, чем в Санкт-Петербурге, например, или где-то. Вот, летом в районе июля-июня начинает темнеть около 2 часов ночи и рассвет в 4 часа ночи. В общем-то, ночь длится около 2-3 часов. Ну и еще, если вы приедете сюда на Аляску и планируете здесь жить, тогда вам государство будет выплачивать около 4000 долларов в год. Это небольшие деньги, но это такие, это можно сказать, как в России, типа северные. Выплачивают на поддержку, как говорится, штанов. На сегодня у нас план минимум — это зайти в магазин, где продают икру, потому что как же побывать на Аляске, не попробовав лососиную икру. Кстати, лосось 2010 года официально разрешили кушать генетически модифицированный, его разводить, поэтому в основном он здесь такой. Вот, посмотреть, можно ли купить лосось копченый или в каком-то другом виде. Ну и так как сегодня не очень хорошая погода, мы никуда не планируем. Можно было поехать туда наверх, на кейбл-каре, на фуникулере, да? Можно было поехать на ледник, в принципе. Но погода не очень, поэтому мы планируем еще в первую очередь пойти и покушать королевских крабов. Потому что на Аляске, да, королевских крабов здесь вылавливают. У меня самого была возможность это сделать и заработать много денег, но, может быть, судьба решила иначе. Вот. Но я все равно здесь на Аляске, и королевских крабов нужно попробовать. Я уверен, что это будет недешево. Есть одно хорошее место, называется Tracy King Crab Snacks. Вот, мы сейчас туда как раз и направимся. И я запечатлю непосредственно цены, меню и, в общем-то, само это место. Поэтому меньше разговоров, больше экшена. Вперед кушать и кушать крабов. Здесь в Джуна есть много чем заняться. Конкретно не в самой Джуна, а здесь в городе предлагают воспользоваться разными турами. Можно посмотреть на китов, можно поехать на ледник на вертолете, можно поехать покататься на собаках. В общем, много разных туров. Стоимость от 100 до 500 долларов стоит в зависимости от сложности тура. И здесь в этих палатках предлагают... No, not yet.
Ну, у нас сегодня не марш-бросок, так как был в Риме. У нас время еще есть. Программа минимум на сегодня – это зайти в магазин, посмотреть, возможно ли купить какую-то икру или сальмон, то есть лосось. Вот. И если вы не знали, то здесь на Аляске это самое большое место, где ловят так называемых королевских крабов. Вот этот магазин, куда мы направляемся. И, разумеется, здесь в ресторанах и в кафешках их приготавливают и их предлагают. Вот, поэтому сегодня программа минимум пойти в ресторан и при этом, при всем, попробовать все-таки эти королевские крабы. Я не думаю, что они будут дешевые, но, тем не менее, вот, оно должно того стоить. Можно увидеть вот в преддверии этого магазина, который продает разного рода морские продукты. Вот такая вот клетка. И вот именно в такой клетке с такими буйками и вылавливают королевских крабов. Вот в такой клетке. Их много на корабле. Вот. И один раз в день практически человек выпадает за борт. Ну, его ловят, просто это такое вот... Ага. Ну, в общем-то, будем сейчас высматривать, что здесь можно купить. Почем икра? 12,60. 12,60? 12,50. Ну, плюс еще налоги, будет где-то долларов 14. Ну, тут дешевле, помнишь, потом смотрели? Большая, крупная. Это дешевле. Может, вот эта другая? 12. Угу. Ну, это покрупнее. Давай еще посмотрим, что здесь можно. Сальмон, ага. Вкусный, мне кажется. Наверное, вкусный. 10 долларов стоит. Так реально, это как у нас... Ну, это как ее называется? Полосатик желтый, только лосось. Вот еще можно такой купить. Лосось. И вот еще здесь... А можно попробовать. Пошли попробуем. А вон там. Здесь продают... Ага, вот так вот они выглядят. Ноги большого королевского краба. Но когда мы придем к ресторану, я обязательно еще покажу, как они их там готовят на месте. Давай попробуем. Вот так он... Вот так он, попробуем. Так он это... Вот это такое, да? Угу. Вот так. Он такой вкусный, вот такой соленый. А можно попробовать сухой. Тоже, по идее, должен быть вкусный, но вот сначала нужно прожевать. В общем, это специализированный магазин, в котором можно приобрести... Вкусный, да? Можно приобрести разного вида эти северные продукты, но в основном, вот, например, вот сальмон. Я не скажу, что дешевые. Вот, 453 грамма. Ой, извини. 30 долларов стоит. Это где-то 1800 рублей и 1000 где-то гривен. Есть, конечно, поменьше коробочки. Ну и, соответственно, всякие разные консервочки. В общем, решили мы взять ни много ни мало, но пока вот такой вот наборчик сухого лосося за 10 долларов и 50 грамм
лососиной икры за $12. Для того, чтобы хотя бы попробовать, потому что если длительное время нахождения здесь, даже если не длительное, все равно может влететь в очень хорошую копеечку. Потому что если посмотреть сюда, то аляскинские королевские крабы, ножки 4, сколько это, 2 килограмма будет стоить $193 45 центов, и 4 килограмма будет стоить $324 40 центов. Я даже сейчас боюсь представить, сколько это будет стоить в ресторане, в который мы сейчас направляемся. No, this one is a pepper. Oh, it's a paper. If you want, то можешь поменять. And what? This is plain, so this Just is normal. Хочешь, поменяй, иди. Там, Ну, мне пофигу, меняй, хочешь поменять. Мне все равно вообще. Sure, go ahead. Do you have a bigger one? This one? Not right now, no. Usually? When they start fishing more salmon. Yeah? Summertime, yeah. And this one is a 50 gram. Usually you have... Usually we have bags of frozen Mm. in the summertime. Oh yeah? Summertime, which would be like... Another month or two. Mm. Months. Окей. Они сказали, что через месяц у них будет... Они сказали, что через месяц у них будет больше намного. Да. This is one from the last year. Yes. Они сказали, что через месяц, когда будет урожай, и когда будут они больше ловить рыбы, когда будет сезон, то они будут заморожены и привозить прям побольше, намного больше. Do you know approximately price for the bigger I can? don't. It changes every year. Yeah. Depends. В качестве кассы у них такой Apple Pay стоит. Does it have a chip in it? Okay. No, we don't have a chip. Такой модный терминал. Здесь он везде продается. Oh wow, look how red that is. With your finger. Yeah. Обошлось все это нам Like a receipt? $23. Ни много ни мало, $23.